Невероятную популярность приобрели в последнее время тандыры. Я не понимаю, а чем вам русские печи-то не угодили? А? Или тандыры переносные? Давайте запечем вот эту роскошную баранью ножку и поговорим обо всех деталях. Каждый раз, когда речь заходит о баранье, все вспоминают про лимфоузлы. Как будто бы в корове, в бычке лимфоузлов не бывает. Ну вот он, очень просто. Хотя вырезать лимфоузлы есть смысл только в том случае, если есть подозрение, что скотина болела. Однако есть и другая причина, чтобы сделать глубокие надрезы на мясе. Соль. Соль должна проникнуть как можно глубже. Ну, не соленое мясо невкусное. И уж совсем неправильно надеяться на волшебные маринады. Мол, вот сейчас замаринуем, и мясо станет мягче. Мясо в тандыре должно стать мягче по совершенно другим причинам. А вот черный перец, чеснок, розмарин, тимьян – все это для вкуса, для нашего хорошего настроения. Вот с чесноком надо быть осторожным. Надо иметь в виду, что чеснок на поверхности мяса обязательно почернеет. Дело в том, что в нем довольно много сахара. А вот здесь, внутри, в разрезах, да пусть украшает своим ароматом и вкусом мяса. Тоже против. Знатоков в последнее время, слава богу, много стало. Как бы не сглазить. И, конечно, кто-нибудь обязательно мне напомнит, что в Узбекистане, в Таджикистане для приготовления мяса в тандыре используют не розмарин и тимьян, а арчу. Ну, формально арча – это туя, можжевельник, но, правда, это особые горные сорта. И только в горах они набирают вот тот требуемый аромат. А те, что растут на равнине, да они точно такие же, как у нас здесь, в Московской области. Да вот, сорвите и обложите мясо. Ну, получите немножко горечи, немного черноты, а вот того волшебного вкуса и запаха не будет. А розмарин и тимьян доступны. Пошел в магазин, пошел на рынок и купил. Ну а как же подвешивать ножку в тандыре? Просится идея подвесить вот за эту жилку. Ребята, она размягчится и порвется. Мясо упадет в уголь. У вас же остается уголь в тандыре. Это неправильно, но мы об этом поговорим попозже. Так вот, баранью ножку лучше цеплять вот здесь, повыше колена. Косточка удержит что угодно. Ребята, здорово, что вы купили себе эти тандыры. Ну, в любом случае, вы же готовите. Вы же получаете удовольствие. И уверен, что любая еда, которую вы приготовили сами, собственными руками, это вкусно. Это хорошее настроение. Это то, что запомнят ваши дети. Но дело в том, что вот эти тонкостенные тандыры, которые имеют такие кольца, чтобы они не развалились, да, это не тандыры по сути. Это керамические грили. Что тандыр, что русская печь должны накапливать столько тепла, что его должно быть достаточно для приготовления мясо, гуся, там, что бы вы там ни готовили. Хлеб будете печь. Кстати, вот для хлеба температура в печах и в тандырах должна быть достаточно высокая. Порядка 225 градусов. А для приготовления мяса, если это небольшие куски мяса, достаточно и 180 градусов внутри тандыра. Получится как раз хорошо, не будет обгорать. И пусть постепенно температура падает. Но если вы положили в тонкостенный тандыр, который сам по себе весит 40, 50 килограммов, вы туда положили 3-4 килограмма мяса, открывали, закрывали, да он у вас остынет практически за 15-20 минут. То есть внутри этого тандыра необходимо оставлять угольки. Угольки светят на мясо. И мясо жарится точно так же, как на мангале жарится. Вот обычно, когда мы шашлык жарим. То есть это происходит довольно быстро. За 15-20 минут мясо уже как раз покраснело ровно так, как надо. Но такой большой кусок за 15-20 минут не приготовится. Поэтому никаких углей. Только жар от стенок тандыра. Что делать вам? Ну, вы уже купили эти тандыры. Что делать? Выбрасывать, что ли? Нет, не надо. Если вы готовы пожертвовать его мобильностью, то послушайте мой совет. А если послушаете, то я вам расскажу, что у меня здесь запекается. Что вы увидите в следующем сюжете.
Выберите удобное место на вашем дачном участке. Напилите самых обычных кирпичей. Вот только возьмите не просто глину и не цементный раствор, а специальный печной кладочный раствор. Раствор для кладки печей. И обложите эти купленные тандыры, очень симпатичные, очень красивые, половинками кирпичей. Вот толщина стенки у вас получится тогда примерно 15 сантиметров у вашего тандыра. Этот тандыр будет накапливать столько тепла, что вы его не узнаете. Да, его топить надо будет 2-3 часа для того, чтобы он набрал, не знаю, там, 200-220 градусов температуру. Вот сейчас, пока мы открываем, пока я обкладываю горловину тандыра мокрой тряпкой, я это делаю для того, чтобы уплотнить вот это отверстие здесь, да. Мясо постепенно прогреется. Постепенно оно успеет зарумяниться, все будет как раз. Я думаю, что примерно 1,5 часа будет готовиться эта ножка. И, конечно, все зависит от того, какое мясо вы хотите получить. Если вы хотите получить мясо такое розовое внутри, по-французски, по-английски, да, то, может быть, достаточно и 45 минут, 1 час. Хотите получить полностью готовое, час, а если поставить внизу казанчик с водой, пускай оттуда пар идет, и пускай мясо распаривается, можно продержать и 2,5 часа, и тогда получите такую тушенку из тандыра. Видите, крышка-то у меня тоже очень тяжелая. Это вот не те легенькие крышечки, которые 2 пальцами взяли, там закрыли, подняли. Внутри металлическая крышка, ее тоже обложили кусочками кирпичей, покрыли вот этой керамической плиткой, и она тоже накапливает столько тепла, сколько надо. Если у вас нет такой крышки, если вы пользуетесь какой-то обычной металлической крышкой, это тоже возможно. В этом случае сверху надо покрыть каким-то одеялом, которое не жалко, да? Для того, чтобы тепло сохранялось внутри тандыра. В моем тандыре встроены 2 термометра. Один термометр ближе к внутренней стенке, а один термометр ближе к наружной стенке. Для чего я это сделал? Здесь показывает, примерно ту температуру, которая сейчас внутри тандыра. Может быть, там внутри тандыра сейчас 200-190 градусов. А этот термометр показывает, насколько глубоко протоплен тандыр. Насколько хватит его тепла. Сейчас 150 градусов. Тепло из тандыра идет либо в мясо, либо наружу. Московскую область, в окружающую среду. Наружу уходит 70% тепла, в мясо от силы 20-30% тепла. Понимаете, сколько тепла должен накопить тандыр? Вот этот тандыр у меня в итоге весит килограммов 800. Но я в нем могу испечь не одну баранью ногу, а килограммов 40 мяса одновременно. Тепла, которое запасает его стенки, будет достаточно. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне – как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока.
Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Часто спрашивают, сколько времени надо запекать. Запекать надо до достижения результата. Я вот повесил здесь термометр, и сейчас температура внутри куска баранины 80 градусов. Ну, я знаю, что мне напишут, что, мол, и хорошие повара могут обойтись и без термометра. Да, хорошие повара могут обойтись без термометра. Ну, а вы здесь при чем? Вам надо научиться. Главное действие, которое происходит здесь в тандыре, это нагревание мяса. Понимаете? Не выдержка мяса, сколько часов, сколько минут, а именно нагревание. И мясо нагрелось ровно так, как надо. Полюбуйтесь. Разве не красота? Еще какая красота! Видите, мясо уже само по себе от косточек отходит. Если мы готовили на гриле, на мангале, то можно было бы сказать, что это мясо уже переготовлено. Но тандыр прощает и не такое. 80 градусов внутри куска мяса, а оно все равно еще очень сочное, ароматное, одним словом, такое, как надо. На поверхности мяса было сало, оно полностью вытопилось, и видите, какая огромная шкварка получилась. Так что не надо лишних слов. Внешний вид мяса говорит сам за себя. Приятного вам аппетита!